Неужели вы считаете, что моя кибла находится только здесь? Хадис под номером 412. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: пусть никто из вас не плюет ни перед собой, ни направо, однако пусть сплевывает слева от себя или себе под ногу. Глава о том, что во время молитвы слюну следует сплевывать влево от себя или под левую ногу. Хадис под номером 413. Сообщается, что Каатада сказал: «Я слышал, как Анас ибн Малик сказал, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: поистине, когда верующий, мумин, совершает молитву, он ведет тайную беседу со своим Господом, и посему пусть ни в коем случае не плюет ни перед собой, ни направо, а влево от себя или себе под ногу». Хадис под номером 414. Хумайд ибн Абдур-Рахман передал от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, о том, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидел в мечети в направлении киблы плевок и соскоблил его камешком, после чего запретил человеку плевать перед собой или справа от себя, и что это следует делать только налево или под свою левую ногу. Глава. Искупление за плевок в мечети. Хадис под номером 415. Сообщается, что Каатада сказал: «Я слышал, как Анас ибн Малик сказал, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: плевать в мечети грешно, а искупление этого прегрешения состоит в том, чтобы закопать плевок». Глава о зарывании плевка в мечети. Хадис под номером 416. Передают со слов Хаммама о том, что он слышал, как Абу Хурайра рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-нибудь из вас встанет на молитву, пусть не плюет перед собой, ибо он ведет тайную беседу с Аллахом, пока находится на месте совершения молитвы, и пусть не плюет направо, ибо справа от него находится ангел, но пусть сплюнет налево или себе под ногу, а потом пусть зароет плевок». Хадис под номером 417. Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, о том, что однажды, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел на стене мечети, выходящей в сторону киблы, плевок. Он собственноручно соскоблил его, и по нему было видно, что это ему не понравилось. Или это ему стало так тяжко, что было заметно по его лицу, после чего он сказал: «Поистине, приступая к молитве, любой из вас ведет тайную беседу со своим Господом». Или он сказал: «Господь его находится меж ним и киблой, и поэтому никто из вас ни в коем случае не должен плевать в сторону киблы. Однако пусть сплевывает только налево или же себе под ногу». А после этого он взялся за край своей накидки, сплюнул туда, прикрыл эту часть накидки другой частью и сказал: «Или же пусть делает вот так». Веление сплевывать налево или себе под ноги относится к тому, кто находится вне пределов мечети. Если же дело происходит в мечети, то сплевывать можно только в одежду. Глава. Обращение имама к людям с увещанием относительно необходимости совершения молитвы должным образом и упоминанием киблы. Хадис под номером 418. Передают со слов Абу Хурайры,
да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Неужели вы считаете, что моя кибла находится только здесь? Клянусь Аллахом, не останется скрыт от меня ни степень вашего смирения, ни то, как вы кланятесь, ибо поистине я вижу, что вы делаете, находясь у меня за спиной». Хадис под номером 419. Сообщается, что Анас ибн Малик сказал: «Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил с нами какую-то молитву, после чего поднялся на мимбар и сказал относительно молитвы и поясного поклона: «Поистине, я вижу вас за своей спиной, так же, как вижу вас сейчас перед собой». Глава. Можно ли говорить «мечеть Бану Фулян»? Хадис под номером 420. Передают со слов Абдуллы ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел устроить скачки на подготовленных лошадях от Аль-Хафи до Саният Аль-Вада, а также на неподготовленных от этого же перевала до мечети Бану Зурайк. И сообщается, что в этих состязаниях принимал участие Абдуллах ибн Умар.